называли его певцом смерти. Наш мир Ардония — огромная земля, дом для многих разных людей, странных существ и опасных монстров, скрытый среди теней густых лесов, под песками коварных жарких пустынь и замороженных в древних северных горах. Секреты и загадки, которые ускользали от нашего понимания на протяжении веков. Но благодаря некоторым из этих загадок появилось такое увлечение, как виды Ардония. За это Земля делится с ними богатствами. У Ардония есть уникальная способность хранить в себе великие силы, известные как песни. Самые сильные из них называли главные песни. Но, увы, мало кто из Ардони мог владеть ими. Именно поэтому они были переданы мастерам 4 кланов, как знак мира и единства. Из-за этого кланы не заметили перед собой большой опасности из огня и пепла Нижнего мира. Армия отправилась покорять весь мир. Они победили королевство и народ Ардонии, покорили бесчисленное количество земель. Но все же кто-то должен был принять их вызов. Воины Эндера вернулись на своих драконах. Долгое время они были хранителями Верхнего мира. 2 противоположных царства столкнулись с яростью невероятной силы. Тем не менее, Нижний мир был слишком хорошо подготовлен к этому вторжению. Даже легендарные воины Эндера не смогли им противостоять. Без другой надежды на победу, королевство призвали Ардони владеть главными песнями. Неохотно, но кланы согласились провести турнир для того, чтобы определить, какой Ардони станет их чемпионом и завладеет всеми 4 основными песнями. Один Ардони восстал выше всех. Стойкий, хитрый и мощный. Чемпион был найден. Однако, когда главные песни были даны ему, он проявил себя как Ингрессус, предводитель давно забытого и страшного клана Валтарис. Возмущенные, мастера отказались давать Ингрессусу главные песни, поскольку они раньше злоупотребляли подобной силой, и поэтому их изгнали. Той ночью, во время обсуждения кланов следующих боевых действий, Ингрессус пришел один и взял главные песни себе. Одного за другим он убил мастеров Культариса, Сандариса и клана Мендорис. Через эти темные дела он стал известен как певец смерти. 4-й и последний мастер, Эгус Несторис, пережил резню, тем самым защищая последнюю и самую сильную главную песню. Ардони оплакивали трагедию. Они поклялись выследить певца смерти и помешать ему получить последнюю, главную песню. Именно в это время клан Валтарис вернулся из изгнания. Тем не менее, даже с их поддержкой, он знал, что был превзойден. Со всей Ардонии против него было только одно место, где могли помочь.
Он встретился с королем Хроноса Нижнего мира и сформировал самый сильный, когда-либо известный союз. И тогда началась Великая война. Воины Эндера сплотились под началом короля Рендера и сражались с Нижним миром. А люди собрали свои армии. Кланы Ардонии владели своими песнями древности. Магнариты пришли с юга. Фелины с запада. Некоторые даже говорят, что он был там. Но несмотря ни на что, Певец Смерти и армии Нижнего мира не могли быть остановлены. Силы этого конфликта перевернулись после того, как молодой Ардония присоединился к борьбе, умелый с песнями. Киллиан Исторису удалось объединить и привести армии к победе. Этот поступок дал ему имя Тайтсингер. Под его руководством и силами рыцарей Эндера армия Нижнего мира была вынуждена отступить обратно в пустоту. Оставшиеся без союзников, последние Валтарисы отступили к горе Велгрин. Здесь Тайтсингер боролся с певцом Смерти 1 на 1, и оба были побеждены. Главные песни были восстановлены и распределены среди кланов еще раз, объявляя конец Великой войне. Мир в Ардонии был восстановлен. Он начал заживление ран. Однако раны, нанесенные явлением Певца Смерти, Ардони будут ощущать еще очень долго. Губительная война. 11-я временная стена. Хокин, я не вижу. Хокин! Точно! Итак, вы видите, что это значит, Алиус? Хокин, ты что, правда спал? Смотрите сюда, где, по словам Стен Времени, состоялся финальный поединок. На горе Велгрин. Несомненно! Большинство легенд, включая эти испорченные Стены Времени, не в состоянии утверждать, что финальный поединок состоялся на вершине горы. Конечно. Ну, и что это значит? Я слышал слухи о присутствии на вершине горы Велгрин. Быть, естественно, любопытным ученым, каким я и есть, я послал нескольких разведчиков, чтобы превратить эти слухи в факты. Это было 2 недели назад. И что они доложили? Не было никакого отчета, никто никогда не вернулся. Почему ты так думаешь? Я не совсем понимаю. Это все Валтарис, Талиус, Валтарис. Ты думаешь, что клан Валтарис на горе Велгрин? Несомненно. Я знаю, что ты охотился на волтарианцев с тех пор, как закончилась Великая война. Поэтому я привел вас сюда, чтобы проинформировать вас об этом. Прошло много времени, когда я потерял волтарианцев. Я лично поеду на гору Велгрин. Я все увижу своими глазами. Подождите, Талиус. Хотя я и не летописец, я считаю своим долгом сопроводить вас и записать информацию, которую мы найдем. Я мог бы также узнать судьбу тех, кого я отправил расследовать. Мы вполне можем встретить волтарианцев. И, возможно, другие опасности. Не бойся, ибо я готов к бою. Подождите. Так, подождите, где-то здесь у меня есть оружие, если я его не потерял. Вот оно! Что ж, пошли. Но, скорее всего, с ними все нормально.
Вот куда я отправил разведчиков. Прямо здесь, Талиус. Здесь кто-то был. Причем совсем недавно. Я нашел их запасы. Как странно. Почему они оставляют свои вещи там, где их могут найти другие? Потому что они все еще здесь. Ты ведь Тариус Сандарис. Я много слышал о тебе. Но я о тебе ничего не слышал. О, я знаю. Я в этом совершенно уверен. Итак, позвольте же мне представиться. Мое имя Тигрин Валтайрис. Что касается тебя, Тариус Сандарис, я знаю, кто ты. Чемпион. И я знаю, что ты сделал с моим кланом. Твой меч убил многих моих братьев. И когда я убью тебя, я возьму эго и убью твоих вдвое больше. Многие годы мы готовились к этому. И ты не посмеешь нам помешать.